Приветствую вас в пространстве света, гармонии, интуиции. С вами Ева. Сегодня у нас будет очень интригующая, таинственная тема, что происходит в жизни мужчины, что у него там творится, какие секретики есть, какие тайны. И вы знаете, я обычно в потоке сразу же, когда приходит тема, и сразу же приходит под нее колода. Сегодня я металась между двух колод, между Арт-Нуво, но, может быть, на ней мы вытащим на классической колоде Таро, но Арт-Нуво. Ну, в общем, я взяла тоже сегодня Таро для этой темы. Будем смотреть сегодня на провидце, на светлом провидце эту тему, что происходит в жизни мужчины. Загадывайте первый, второй вариант, как обычно. И я вот думаю, почему я не могла выбрать колоду, почему она не могла прийти, тоже я вот сразу же мне пришло из потока, потому что в этом раскладе будут какие-то тайны, будут вещи, которых вы не знаете, которые вы не догадываетесь, и вы даже себе не можете представить, что происходит. Так, ну да, видите? Эта карта для всех, для единичек и для двоечек. Сейчас происходит в его жизни какие-то вещи, какие-то интриги, какие-то скрытые моменты, которые вы не знаете. И мы сегодня с вами это посмотрим. Ну что, единички, давайте начнем с вас. Я думаю, что вы уже загадали первый, второй вариант. Давайте я настраиваюсь на вариант 1. Представляете своего мужчину, загадывайте. Вы представляете сразу? Из тех карт, которые выпали, там была карта маг. И вы знаете, сразу же мне идет из потока, что у мужчины сейчас происходит огромный внутренний процесс переосмысления. Вообще, знаете, такой делают как бы обсервацию вообще происходящего в своей жизни, всех людей, которые вокруг него находятся, переоценка ценностей. И у него этот процесс настолько глубокий, он настолько в это погружен. Это, знаете, это волнует сейчас больше всего жизни, то есть до того, что вот куда выбрать направление, где заработать деньги. То есть это какой-то всеобъемлющий процесс, потому что это как бы все сферы связаны между собой, он пытается все охватить, и у него этот процесс очень-очень-очень, скажем так, мощный такой. Я бы даже сказала, у него какой-то кармический процесс проходит. То есть он проходит сейчас период, да, он проходит сейчас период, понимаете, он пытается найти какой-то новый путь, новое начало, какие-то новые, скажем так, опоры, потому что у него просто рушится все, что у него происходило до этого. Внутри у него может быть, на внешнем плане, понимаете, вот у него такой момент тоже выбора переоценки, сомнений. И он действительно сейчас огромное количество своего жизненного ресурса тратит на то, чтобы найти эти новые внутренние опоры, новые внутренние смыслы. И ему кажется, что ему даже отношения, его и отношения волнуют, понимаете, его и отношения волнуют, и деньги волнуют, и вообще взаимоотношения с миром. То есть у него сейчас, знаете, такой какой-то, ну, если бы, знаете, как кризис среднего возраста, ну, как бы дело даже не в этом, просто у него кризис в целом его жизни, да, то есть переосмысление, то есть у него какая-то кармическая такая точка, в которой он дошел до того пика, когда у него проходит очень важный, главный жизненный урок. И он понимает, что так, как было дальше, невозможно. Опять, видите, выходит карта «Мир». И что у нас здесь еще? Паж кубков. Но это очень эмоционально непростой у него процесс, понимаете? И все его мечты, все его желания, возможно, он тоже пересматривает свои цели. То есть у него происходит абсолютно скрытый от вас процесс. Вы думаете, что ну, у него там какая-то проблема, у него там какая-то проблема. Неважно, это ваш мужчина, это ваш молодой человек или мужчина, с которым вы иногда там встречаетесь. Неважно, на какого человека вы смотрите, но вы понятия не имеете, насколько глубокий у него сейчас проходит процесс перерождения. У него буквально внутри зарождается как бы императрица, да, он зарождается у него внутри абсолютно новые мощные энергии на новое начало, на новый мир. То есть он входит в какую-то для себя, знаете, такую новую эру. У него как будто бы старые кармические уроки должны закрыться, и опять выходит эта карта «Мир», да, то есть у него старые кармические уроки должны закрыться, вот. А новые еще пока, знаете, скажем так, стратегии жизни, новые обстоятельства, они только сейчас формируются. То есть у него сейчас период такой внутренней борьбы, внутреннего такого пожара, огня. То есть у него, ну,
ему много можно не только переосмыслить, ему еще много нужно сделать для того, чтобы как-то запустился процесс его дальнейшей жизни, так как он ее видит. Вы знаете, почему-то вот, единички, я говорю про вашего мужчину, и вы знаете, я пытаюсь как-то вот, как будто бы я говорю не своими словами, как будто бы он у вас очень серьезный, как будто бы очень умный, то есть он сосредоточенный, этот мужчина, он мне почему-то все время хочется использовать какие-то очень заумные слова. Может быть, вы что-то поймете. То ли он у вас интеллектуал, то ли читает книги, то ли он на какой-то должности, что он должен держать как-то марку, и в какие-то нужные моменты он может включаться в такой прям бизнес серьезного человека. Ну, то есть у него вот... Понимаете, вот этот вот процесс, который происходит, да, во-первых, он у него очень мощный, очень сильный. Я говорю, что это абсолютно 100% колесница, какая-то кармическая, но очень быстро, очень часто у многих, в принципе, происходит такой процесс, но у него этот процесс связан не с одной какой-то сферой, там, отношения, финансы, у него это затрагивает абсолютно все. То есть это, знаете, как по нему танком просто сейчас проехалось, то есть у него состояние, что как бы он даже вздохнуть не может. У него, знаете, как может быть такой этот, как бы, как камень на груди, то есть у него, который он пытается сдвинуть. Вот я прям только сказала камень на груди, понимаете? Пятерка чаш в этой колоде, посмотрите, какая она. То есть абсолютно вот отражает его состояние раздавленности, то, что вот я абсолютно сейчас вам говорю. И здесь, посмотрите, видите, чаши разбросаны. То есть у него и сосуд любви, и сосуд денег, и то, и то, и то, и то. И столько всего, за что хвататься. И понимаете, и там вот кармическая эта воронка, которая затягивает. То есть поднялись, видимо, какие-то кармические уроки программы, и он их просто не тянет. Он не понимает вообще, что с ними делать. То есть как бы он понимает, он пытается с ними работать привычными способами, но привычные способы не работают. Он пытается что-то, понимаете, находить какие-то варианты, но ему это дается непросто. То есть он во внутренних терзаниях. Ну, давайте еще посмотрим, что происходит в его жизни. Это вот именно то, что в его, в таком, скажем так, духовном, ментальном плане. Сегодня очень такой глубокий расклад. Я думала, интриги, расследования будут, а тут такие процессы у него там происходят, у единичек. Тройка кубков. Ну, я думаю, что все-таки, как я сейчас только начала думать, что тема отношений тоже имеет значение. Да, там колесо фортуны. Я думаю, что тема отношений тоже имеет значение. И здесь именно на этой колоде и колесо фортуны, и тройка кубков – это женщины. То есть у него вопросы в том числе. И кармические уроки тоже через это проходят, через отношения с женщинами. Он, скажем так, вы знаете, вот из потока идет, да, сегодня вот больше идет про поток, потому что сегодня у нас такие карты Таро, же говорю, колода сегодня никакая не шла, потому что абсолютно потоковая сегодня идет информация. То есть у человека в отношениях с женщинами слова не могу подобрать. И вот он тоже, понимаете, вот я не могу слов подобрать. И пытаюсь какие-то правильные слова подбирать. Вот у него такое же состояние, что он запутался, он не понимает ни в отношениях, ничего он хочет. У тех, кто смотрит на себя на пару, то есть он как бы понимает, что вроде отношения есть, все хорошо, но чего-то не хватает, что-то надо поменять, что поменять непонятно. То есть вот, то есть основная такая момент, что чего-то хочется нового, что-то хочется поменять, или как-то, может быть, по-другому выстраивать отношения с женщинами или с женщиной, со своей кармической женщиной, со своей, может быть, женой, половинкой, или, может быть, в принципе с женщинами, да, но понятия не имею как. То есть у него именно сейчас происходит процесс, скажем так, поиска и в этой сфере тоже себя. То есть я вроде поменялся, вроде жизнь меняется, а какими теперь должны быть мои отношения с женщинами, понимаете? Ну вот сегодня колода, видите, она вот просто дополнение к потоку идет. От нее мало подсказок. Я же говорю, сегодня никакая колода не шла. Сегодня абсолютно из потока, потому что у человека, у единичек, у него полная растерянность. Даже я думаю, что двоечек будем смотреть на второй колоде. У человека растерянность, он не может подобрать слов, не может понять, что происходит в его жизни, ни в отношениях, ни в бизнесе, ни то. Такого никогда не происходило. Потому что когда закрываются одни кармические уроки, понимаете, ты переживаешь огромное, скажем так, ты переживаешь огромное такую перезагрузку, даже обнуление, пустоту. Старое не работает, новое еще не создалось. Это вот такой процесс перетурбации. У него такое сейчас не только в его, скажем так, социальной, деловой жизни, но и в отношениях с вами, с женщинами в целом, с женским полом.
Но опять, видите, выходит это как Паш Кубков, потому что он чувствует себя опять, знаете, таким юным. Снова нужно начинать выстраивать как-то новые отношения по-новому, снова нужно как-то по-другому думать, как себя вести. У него энтузиазм есть, и он хочет отношений, он хочет в этой любви, как бы, знаете, быть таким наполненным, проявленным. Но, как показывает вот мне все из потока и сегодняшний расклад, совершенно по-новому нужно будет это делать, потому что старые формулы, они очень, скажем так, драматично его не устраивали, они устарели. Поэтому в его жизни происходит полный капец, я бы так сказала. То есть у него происходит полное ощущение, то есть это, понимаете, это в целом процесс, понимаете, вот я бы сказала, вот я вам подтверждаю. У него в жизни происходит именно в такой момент. То есть, поэтому, если он там вам не пишет, или, может, вы не получаете от него того внимания, которое вы хотите, вы понимаете, у него там внимания на себя не хватает. То есть у него, видите, одни и те же карты выходят, потому что я говорю одно и то же по кругу, да, потому что больше ничего не происходит, потому что у него происходит полная перезагрузка жизни, полная смена, скажу так, его жизненных эпох, закрытие кармических программ, закрытие каких-то отношений, закрытие каких-то эпизодов. Это, вы знаете, какая-то новая эра начинается в его жизни, и она, знаете, она не просто так, вот понимаете, вот как мы начинали этот расклад, она не только начинается, она у него, понимаете, вот она у него, здесь наконец-то, видите, его мужские карты, да, здесь именно мужчины на этих колодах, там колесница, да, и там у нас что это, 7 кубков, да, то есть он настолько растерян, он настолько не может, скажем так, совладать с тем, что происходит, ему это очень сложно. И самое главное, что он понимать, что он в этом процессе один. То есть, когда люди проходят кармические уроки, люди обычно им какие-то друзья дают советы. Ну, сделай так, ну это же так легко решается, пойди сюда. Вся фишка кармических уроков, что пока ты не осознал, пока ты не проработал, ты не сможешь из них выйти, понимаете? То есть обстоятельства будут складываться так, что он будет сидеть и ломать голову. А что же делать? То есть у него будет продолжаться вот это состояние, пока он все не осознает. Поэтому, когда человек находится в таких процессах, помочь человеку, к сожалению, особо ничем нельзя. Поэтому, пока человек сам не разрешит, сам не дойдет до своей точки, ну, как не мешаю, но, понимаете, это его состояние сейчас, и пока он не поймет, что, в общем-то, долго в таком состоянии находиться нельзя, понимаете, пока он не начнет соединяться со своим внутренним, как бы, духовным началом, не обратиться даже к Богу и по справедливости, понимаете, он не найдет такое вот чувство баланса, понимания, что все, что происходит, вся эта кармическая ситуация, все кармические уроки, они не просто так, и вся эта ситуация дана для него, для того, чтобы как бы, ну, выйти на новый уровень развития, потому что я смотрю, там еще, сейчас посмотрим, денег. Вопрос денег стоит 100%. Ну вот я как и думала, понимаете, что у нас там пятерка пентаклей. Вопрос денег абсолютно, он, понимаете, для мужчин запускающий процесс. То есть многие мужчины не начинают ничего меняться, пока у них в финансах не начинается. Что там у нас выходит, да, пентакли, понимаете, он хочет так, сейчас вот так. Он привык так, у него раньше было так, а сейчас у него вот такая вот ситуация, понимаете, и он очень растерян. И у него, его вот это финансовые, может быть, какие-то кризисы, проблемы с деньгами, они его толкают переосмысливать вообще все. И отношения, и себя, в общем, вот такая вот ситуация, девочки. Я не знаю, вы знали, что у него происходит такое в жизни или нет? Может быть, это ваш муж, может быть, это ваш любимый просто человек или мужчина, который у вас на примете, но вы должны знать, что ему сейчас не до шуток, его сейчас жарят, ему нужно, понимаете, совершить, да, 6 жезлов, ему нужно совершить это конкретное, эту задачу выполнить, ему нужно выйти из этого победителем, ему нужно пройти свой кармический урок, и свои духовные уроки на данном этапе. Почему-то мне вот все единичек, понимаете, все шло про карму, потому что обычно такие ситуации, это, знаете, это даже не родовая, не какие-то вот такие моменты. Это абсолютно кармическая ситуация, потому что выход вроде как бы хотелось бы увидеть, и вроде как бы, пожалуйста, встань, иди, делай то, делай то. Невозможно. То есть какие-то заблоки, какие-то сопровождения, какие-то обстоятельства. Человек не может выйти из этой ситуации. Понимаете, пока он вот эту свою внутреннюю силу не разбудит, пока он не поймет, что происходит. Очень интересный расклад. Я думаю, будет полезен для женщин, если вы смотрите, потому что я думаю, что если вас мужчина проходит такие ситуации, вы зеркально проходите приблизительно то же самое в той или иной степени.
Так, ну что, будем менять колоду. Давайте совет для единичек вытащим на все-таки, что-то мне так эта колода сегодня. Причем она у меня лежала дома. Я ей не пользовалась. Вы не поверите, года 4. Вот она, смотрите, новенькая. Она прям... Я несколько раскладов на ней сделала. Не прям моя колода, но вот она сегодня попросилась именно к этому раскладу. Давайте единичек совет. Ну, видите, опять выходит пятерка жезлов, как и в той колоде. Пока он не завершит процесс трансформации, у него сейчас процесс борьбы. Поэтому вопрос, что происходит? Внутренняя борьба, трансформация, перестройка, кризис, как угодно можно это назвать. Ну, то есть процесс болезненный, процесс тяжелый, процесс, в котором он просто на пределе нервов и сил. Поэтому совет один. Понимаете? То есть, вот, ну, видите, одни и те же, пятерка жезлов. Можно поменять колоду, но из потока будет идти абсолютно та же информация. Поэтому пятерка жезлов, совет один, что пока он не будет проживать этот катарсис, будет продолжаться то, что продолжается. Интересно очень, видите, вот поэтому сегодня, понимаете, колоду можно было вообще не брать, потому что какую колоду ни возьми, от этого не меняется ситуация. Очень интересный сегодня поток. Как я часто говорю, смотрите, два варианта, потому что в обоих вариантах вы найдете подсказки. Но второй вариант сегодня немножечко другой. Сейчас буду выходить из вашего мужчины единички, потому что он такой четкий, много говорит, все по делу единички. Не просто деловой человек. Мыслит он по-деловому. Так, все. Переключаюсь на двоечек. Двоечки, давайте смотреть вас. Второй вариант. Двоечки. Ну, у вас другой мужчина, у него сейчас совершенно другие обстоятельства. Какое-то романтичное настроение сразу пошли. Романтичное настроение пошли. Интересно. Двойка пентаклей и двойка жезлов. Понимаете, романтичное настроение пошли. И у него сейчас, понимаете, такой момент. Ну вот, может быть, у вас начинаются отношения. Может быть, у него сейчас такой период, когда он хочет начать что-то новое в жизни. То есть у него момент такой предвкушения. У него сейчас такое происходит, ему кажется, какое-то новое начало в его жизни, какие-то варианты. То есть достаточно светлый сейчас у него период в жизни, и он доволен тем, что происходит. Он не сильно, как говорится на украинском, переймается, напрягается тем, что происходит. Вот. То есть он не очень привык вот к таким вот действиям, да, то есть он не любит напряжения, стресса, то есть ему нравится, когда жизнь течет мягко, он даже может быть человеком, не так как у единичек, человеком, избегающих каких-то тяжелых таких, вот знаете, эмоциональных этих всех вещей, он такого всего это не любит, да, он вот эти все вот вещи, даже если они его в жизни происходят, какие-то драмы, какие-то непонимания, он не будет уходить глубоко, понимаете, в какие-то вещи, то есть он человек достаточно материальный, человек, который любит стабильность, комфорт, он не любит вот эти вот все страсти, напряжение, посмотрите, как карта, это классно резонирует с сегодняшним, да, пейзажем. То есть это человек, который, в принципе, кайфует от своей жизни. Ну, то есть у него сейчас в жизни происходят достаточно хорошие этапы, даже если есть какие-то сложности. Это не как у человека, у единички, который будет, у нас первый мужчина был по варианту, да, который, вот я уже забыла его энергию, да, но она была такая, знаете, очень такая вот боевая. То есть здесь мужчина, как бы он по лайту, по кайфу, то есть не нужно никаких драм, не надо проблем, то есть как бы надо наслаждаться жизнью, опять выходит двойка жезлов. То есть он смотрит на мир с воодушевлением, с кайфом, у него такой настрой по жизни, и он так живет, и такие обстоятельства у него в жизни. То есть у него, знаете, возможно, нету таких и сильных амбиций, и нету таких больших духовных задач сейчас в этой жизни, да, и видите, опять выходит эта карта, но совершенно на другое значит, когда у него в жизни происходят такие ситуации, понимаете, все время, понимаете, у него какие бы ни были эмоциональные проблемы, сложности и так далее, у него всегда есть дело, занятие, материальное, деньги, какие-то поездки, какие-то встречи. То есть у него всегда, он не будет сидеть, что-то там
философствовать, размышлять, как-то переоценку ценностей, как-то глубоко копать. Это не человек, который будет глубоко копать, себя этим напрягать. То есть ему такой формат жизни не подходит. Поэтому в его жизни происходит сейчас момент, знаете, такого, да, возможно, есть такой, опять же, период у него каких-то перемен, трансформаций, переосмыслений, но он это проходит все, скажем так, не драматизируя, не создавая проблем, как бы спуская на тормоза. Вот. Ну, давайте посмотрим, что еще происходит у двоечек. У человека достаточно хорошее сейчас такое настроение, энергичное, то есть он полон сил, расслаблен, возможно, сейчас даже сидит, не знаю, там на диване, попивает что-нибудь, даже пивко может попивать. То есть он любитель расслабиться, он не любит напрягаться. Для него мир, видите, одни и те же карты выходят. Вот я сколько говорю, что в моих раскладах советую смотреть всегда два варианта, потому что поток просто показывает или разные стороны вашего мужчины, или разные периоды жизни. И вот сейчас вот мужчина, которого вы загадали, да, двоечки, мужчина привык радоваться, наслаждаться жизнью. Для него мир – это не то место, где люди сражаются, борются и так далее. Как бы зачем усложнять? Он может даже такое говорить, как бы, ну, типа, take it easy, да, как бы вот. То есть у него сейчас в жизни происходит, может быть, и много чего, но он это не будет ни вам показывать, никому показывать, и самое главное, себе. Понимаете, одни и те же карты, у него тоже происходит, понимаете, тоже процесс какой-то перемен, но он этих, понимаете, коней не будет, как бы, сейчас я вам подтверждение карту вытащу, понимаете, он не будет гнать. Вот, понимаете, любая карта трансформации, тут же идут пентакли, тут же идет какой-то домашний очаг, тут же идет какое-то успокоение в каких-то делах повседневных. То есть это человек, который даже трансформации будет не то, что, знаете, вот есть люди, которые у них какие-то сложности, какие-то обстоятельства в отношениях с женщинами, работе, да, они кидаются как на амбразуру. А есть люди, которые как бы, они как бы, есть мужчины, которые как бы, не надо проблем, да, не надо сложностей, как бы. Вот, то есть и разные есть, скажем так, психотипы, модели поведения, но, в общем, у него такая вот модель, видите, одни и те же карты выходят, вы видите, тоже у Единчик были, тоже маг. Но, понимаете, вот в его жизни происходит сейчас процесс, он, мне кажется, у него сейчас происходит такой запуск какого-то нового идеи. Дело. То есть он, может быть, размышляет над тем, чтобы создать какой-то новый бизнес, или, может быть, что-то касаемо даже вот ваших отношений, да, то есть он чувствует, что немножко как-то похолодало, немножко как-то не все так устраивает, и он чувствует, что нужно что-то как-то добавить, какого-то жару в отношения, добавить каких-то эмоций, потому что, ну, как бы расслаблено, но нужно как-то эмоции поддерживать. Он чувствует, что в паре какое-то есть охлаждение в его жизни. Ну, я думаю, что он будет делать что-то. То есть он как бы вот, опять же, не человек, который идет на опережение, да, как у Единички. Вот случилась ситуация, проблема, тогда мы будем действовать. То есть у него скорее вот прижало, и сейчас такой момент, что сейчас его ничего нигде не прижало сильно, поэтому он как бы кайфует, наслаждается тем, что есть. Вот. Но когда у него происходят какие-то сложные ситуации, он начнет действовать, прям выпрыгивать из штанов, что-то прям делать, какие-то совершать какие-то, знаете, шаги. Но тоже, знаете, не надрыв, не так, чтобы ночами не спать. Нет, он все равно будет держать этот баланс, понимаете. Он не будет себя доводить. Вы посмотрите, выходят сегодня дети же. Я говорю, сегодня вот с колодами это вообще какая-то магия происходит. То есть он не будет себя доводить до такого состояния. То есть даже когда у него происходят какие-то сложности, он все равно будет настраиваться, переключаться, там, пойти куда-то с друзьями, посмотреть какой-нибудь фильм. Просто он меняет эту мысль, как бы, даже, мне кажется, у вас такое может быть в отношениях, да, то есть, когда вы расстроены, вы хотите, одни и те же карты выходят. Но это сегодня удивительный расклад, просто вообще. И когда вы в таком состоянии, он даже может, вы хотите от него почувствовать какой-то эмоциональный оклик, а он как бы такой уже пошел, у него как бы материальное, а у нас же все хорошо. Как бы я же тебе там то купил, или я то сделал, или это что. То есть он не будет погружаться в эти эмоции, для него это все очень тяжело. Это просто не могу. Вы посмотрите на этот расклад. Одни и те же карты. Я не знаю, если вы двоечки смотрите этот расклад, пересмотрите, пожалуйста, первый вариант, и вы поймете. Понимаете, вот, то есть он не будет вот в этом состоянии долго засиживаться. Он как бы встанет,
я вам скажу, это опять, это невероятно. Вы представляете? Двоечки, посмотрите первый расклад, это невероятно. Понимаете, он не будет в этом состоянии долго застревать. Он уйдет в состояние кайфа, легкости. То есть это человек, у которого в жизни всегда происходили трансформации, но он старается их прожить минимальными потерями. Хорошо это или плохо, для каждого свое. У каждого своя стратегия жизни. И вам это может, кстати, иногда не нравиться, потому что я смотрю, что вот вам хочется какой-то такой, знаете, вот от него не такой легкости, мальчуковости, а хочется от него какой-то такой стабильности, такого мужественного плеча, десятка пентаклей, да, то есть вам хочется прям такой опоры, хочется увидеть, что он как бы серьезно настроен, решает проблемы, а он, понимаете, часто вот вы видите его таким романтичным, по легкости, как бы не сильно, чтобы напрягаться, как бы звезды хватать с неба не надо. То есть в его жизни происходит такое мягкое движение, спокойное избегание помех. Знаете, вот люди едет он по дороге, он так ямочки объезжает, так, чтобы никуда не попасть, не забрызгаться, так это спокойненько, все спокойненько. Вот. Но спокойненько, но тише едешь, дальше будешь, я думаю, что все равно у него желание развиваться, зарабатывать деньги, то есть он достаточно материальный человек, его интересует материальная часть жизни, и что самое главное, что, в принципе, с таким человеком, знаете, там могут быть какие-нибудь тельцы, козероги, то есть такие земные знаки, то есть когда человеку действительно материальное, очень важно. Давайте хорошо так перемешаем колоду сейчас, вот, и вытащим еще последнюю карту, что происходит еще в его жизни. То есть человек материальный, и он привык в каких-то повседневных делах бежать, может быть, даже от каких-то глубоких этих эмоциональных переживаний. Вот. Ну да, видите, все про... И карты опять одни и те же, это, конечно, ну, невероятный расклад. Понимаете, он все в бизнес, в деньги, в какие-то состояния благополучия, стабильности. Однозначно какой-то земной знак может быть, или у него асцендент в земном знаке. То есть человек очень стремится к такому благополучию, и для него это на первом месте. То есть в его жизни сейчас происходит переумножать ресурсы, спокойненько себе жить. Если в отношениях что-то как бы, ну как бы есть отношения на фоне, если там что-то начинает проседать, он такой дровишек может подкинуть, понимаете, шестерка мечей. То есть он, когда начинается кризисный момент, он как кризис-менеджер, он как бы включается. Но как бы на ровном месте устраивать как бы какие-то, знаете, устраивать, видите, опять выходит шестерка, паж кубков. Он достаточно такой мягкий человек, тонкая натура, романтичный, вот как я начала, то есть как бы спокойный такой человек, да, вот. Ну, напишите, двоечки, насколько я угадала вашего мужчину сегодня, насколько карты сегодня показали, ну, я угадала, имею в виду вариант, на какой вариант вы выбирали, какой вы вариант сегодня выбрали, вот. Ну вот, он такой. Даже у него, понимаете, даже если могут быть какие-то моменты сложности, разочарования, печали, что-то не получается по деньгам, по работе, он даже будет как бы здесь как бы унывать, но даже вот эта карта, видите, в этой колоде четверка кубков, она такая как бы, ну как сказать, я вроде как бы расстроена, но у меня все хорошо. Вот как-то так. У меня какие-то есть проблемы, но в целом же все хорошо, чего как бы париться. Вот совершенно два разных мужчины сегодня, одни и те же карты, но это невероятно, просто совершенно два просто противоположных типажа. Вот. Но человек семейный, домашний, понимаете, человек, которому очень важно, чтобы дом был полная чаша. То есть это, знаете, такие классические мужчины-семьянины, мужчины, с которыми как бы спокойно и надежно, но если хочется драйва, то это, видимо, к единичкам. Так, ну что, девочки, посмотрим. Давайте тоже для вас совет на картах. На Таро Арнуво. Одну карту для вас. Ну, видите, что тут, да? Тут тоже рыцарь Пентаклей. То есть, понимаете, он, я же говорю, человек материальный. То есть вам нужно понимать, что вы, в принципе, охватили мужчину, с которым у вас будет стабильность, и в его жизни происходит, собственно, всегда все стабильно, его интересуют деньги, его интересует благополучие, он вам это благополучие, может быть, это, знаете, будет не лимузин, но какая-нибудь добросовестная, там, я не знаю, лошадка, он вам ее подгонит. То есть это, даже если это не будет какие-то звезды с неба, но стабильность, благополучие, спокойствие с этим человеком будет.
Поэтому, в общем, вот так вот, не знаю, смотрите на своего мужа. Давайте еще одну карту почему-то мне хочется вытянуть. Ну, видите, все про пентакли, семерка пентаклей, то есть она уже выходила, да, то есть у человека всего достаточно. Он доволен тем, что есть, для него его жизнь, его, скажем так, благополучие, его работа, его достаток. Это очень-очень-очень важно, и в основном в его жизни происходит все вокруг этой темы, чтобы поддерживать эту стабильность. Вот. Такой вот сегодня расклад. Такой вот сегодня расклад. Да, на торце у нас интересно, десятка мечей. Но, что первого, что второго варианта происходят процессы, все равно сейчас изменения, трансформации, просто каждый мужчина происходит по-разному. Поэтому перемены у первого и второго варианта. Вы увидите своего мужчину, мне кажется, очень скоро немножечко другим, не таким, каким его вы привыкли видеть. Ну что, дорогие друзья, с вами была Ева. Оставляйте ваши какие-то, скажем так, пожелания, какие-то впечатления о раскладе, какой вариант вы выбрали. Я всегда читаю комментарии, отвечаю. С удовольствием жду вас на следующих новых раскладах. Надеюсь, этот расклад был вам полезен, интересен, и вы извлекли для себя какие-то важные уроки. Ну, а мы с вами увидимся на новых раскладах. Пока. С вами была Ева.